Доброго времени суток, дорогие наши подписчики, и канал Masters of Body продолжает обзор лучших залов Днепра. И сегодня по вашим запросам мы вам предоставим обзор небольшого бюджетного так называемого спортивного клуба под названием Body Skill. Значит, зал этот находится в самом центре нашего города, практически посредине проспекта Яворницкого. Помещение небольшое, сам тренажерный зал, насколько я знаю, где-то занимает квадратов 150, весь клуб около 400 квадратов, все, что здесь есть, мы вам сейчас покажем. Теперь, что касается ценовой политики, то есть зал действительно не очень дорогой, 1200 гривен, это безлимитный абонемент на целый месяц, то есть вы можете заниматься хоть каждый день. Этот зал подойдет той категории людей, которые не гонятся за так называемыми понтами, которые любят качественный, хороший тренинг, любят хорошую атмосферность, кое обладает этот зал. У кого есть машина, здесь есть небольшая парковка, несмотря на то, что это центр города, и припарковаться, сами понимаете, это большая проблема. То есть небольшая парковка. И для людей, студентов, простых работников, которые работают в офисах, в прочих заведениях, в центре или около того. Здесь много подъездных путей, то есть дойти сюда можно пешком, центр города, все это очень удобно и все подходит. Как я уже сказал, цена вполне себе доступная, как для центра города и в принципе для Днепра. И теперь мы покажем, чем же богат этот зал, пройдемся по оборудованию. Друзья, теперь немножко пройдемся по оборудованию, которое есть в этом зале. Сразу на первый взгляд видно, что залу уже 5 лет. Оборудование не все было заведено основателем клуба Виктором. Здесь были станки, которые докупались в разное время. Были более старые, были более новые. И основу грузоблочки, которая мне действительно нравится, составляет импульс и линейка Plamax. Это очень неплохая линейка, которая имеет много тренажеров двойного действия. Я считаю ее очень недооцененной. Она действительно имеет классную эргономику, надежное качество. Для маленького зала здесь такие фишки полезные, как станки, я уже сказал, двойного действия. Разведение, сведение, грудь, задняя дельта, разгибатель, сгибатель. И этот классненький станочек мультижим, в котором можно выполнять несколько видов жимов под разными углами, то есть от дельты до груди. В принципе, для зала с небольшим объемом это очень полезно, потому как благодаря нескольким станкам вы можете прокачать действительно много разных групп мышц. Теперь идем дальше. Кроссовер Medical Line. Такое оборудование используется очень часто для реабилитации. Здесь есть специальные поручни. Здесь в этом зале присутствует очень много разных приспособлений, благодаря которым можно разнообразить по максимуму свой тренировочный процесс. И как реабилитацию, и как повышение силовых показателей, и как набор мышечной массы. Поэтому этот тренажерчик нашего производства, он старенький, но он очень добротный, и он себя оправдывает. Дальше, в придачу к этому кроссоверу, есть чудная блочная рама, в которой, как вы видите, огромный спектр возможностей. Ребята здесь подставили скамейку, делают различные сведения, разведения, скручивания, перекрестные. В общем, все, что только можно, на что хватает фантазии, это дополняет кроссовер, который, конечно, по старинке немножко ограничен. Далее здесь очень интересная штучка, называется также линейка Impulse Max, 4-позиционная станция. И в ней, как говорится, чего только нет. Если вы обратите внимание на количество приспособлений, которые находятся здесь рядом, то можете понимать, что те ребята, которые занимаются в этом зале, они не равнодушны к тому, что здесь происходит, поэтому постоянно что-то докупается. Различные приспособления для того же трицепса. Кстати, раньше я таких не видел нигде. Это что-то из новенького, это новые свежие фишки. Здесь различные рычаги. Еще что здесь хорошего, например, также вертикальную тягу можно выполнять двумя независимыми рычагами, можно одним целым. То здесь у вас не будет недостатка в этих всех примочках, в ручках, в рычагах. Что говорит о том, что
хозяин клуба также активно занимается и непосредственно за всем здесь следит. Далее, что у нас? Машина Смита. И то же самое сталкиваемся. Вот есть накладки, которые увеличивают ширину, диаметр хвата. Тем самым тоже дается свое разнообразие. Дальше посмотрим вот в этот угол. Здесь огромное количество чего только нет. Гири, жгуты, резины, самых различных сопротивлений. Просто резины. То есть, ну, изобилие, конечно, говорю, на такой маленькой площади. Здесь, наверное, все, что можно только представить, если вы все найдете. Силовая рама, конечно же. Тоже грамотная, полуторная. Она не занимает много места, но она очень крепкая. Мне они очень нравятся. И имеет богатый функционал. И дальше идем к кардиоряду. Небольшому, но он есть. Беговая дорожка. Одна у нас здесь стоит. Обычная, стандартная. И вторая есть, как она называется, инерционная, которая не использует электричество. На которой вы можете просто, используя массу собственного тела, бежать, разгоняться. Было несколько назад это оборудование в моде. Далее орбитреки. Фирма Precor, это премиум сегмент. И что в этих орбитреках именно хорошего? Опять же говорит о том, что человек, который их покупал, разбирается в оборудовании. У них изменяется угол наклона рампы. То есть в большом зале можно себе поставить, допустим, позволить несколько степперов, несколько орбитреков, несколько еще каких-то прямых. Здесь соединяется все два в одном. Угол рампы делается повыше, и вы имеете функцию степпера. Угол рампы делается пониже, и вы получаете обычный эллиптик. Зал небольшой, еще раз оговорюсь, но функционал в принципе позволяет совершить полноценную тренировку, не уступая большим полноразмерным залам. Оборудование продублировано вы здесь не найдете, но жим ногами, пожалуйста. Гак присед, пожалуйста. Даже силовая стойка со штангами, хотя маленькие залы обычно этим не балуются, таким количеством железа. То же самое есть, пожалуйста. Количество блинов говорит о том, что здесь тренируются ребята вполне себе сильные, потому что все это используется, знаю точно. Рычажная тяга, то же самое есть, хотя кто-то бы использовал, наверное, грузоблочный вариант, но здесь любят силовой тренинг, поэтому практически всего всем хватает, несмотря на небольшую площадь. Теперь обратите внимание на количество грифов и их разновидность. Здесь чего вы только не увидите. Это вот из недавних приобретений. Здесь можно держать самыми различными хватами, выполнять различные подъемы, тяги в наклоне, что угодно. Вот этот грифчик в молодости бы мне такой не помешал. Когда у вас настолько закачан плечевой пояс, что вы не можете просто штангу держать на плечах. Здесь гриф лежит, все это очень классно работает. Ну, естественно, V-образные грифы, естественно, тоненькие, маленькие. И вот еще, Димчик, покажи на стене. Классный гриф для становой тяги. Тоже модная, популярная штучка в силовом тренинге. И все это, как я уже сказал, говорит о заинтересованности хозяина клуба в процессе, который сам непосредственно очень активно, знаем лично этого человека, участвует. И вот еще обратите внимание вот на фишечки. За что я люблю такие маленькие зальчики. Вот казалось бы, вот маленькая деталь, полочка. А теперь вспомните, как часто в больших залах, не будем сейчас рассказывать, в каком мы недавно были, не хватает таких вещей, куда можно просто поставить бутылку с водой, положить свой телефон или повесить полотенце. Здесь раз, два, вы по залу обратите внимание, вот они кругом предусмотрены. То есть человек сюда вложил свою душу, часть себя, занимаясь здесь постоянно. Я знаю, что Виктор, хозяин клуба, постоянно с ребятами вместе тренируется, с тренерами. И вот они все это обсуждают, свет надо, добавили свет, телевизоры, раньше их не было, повесили телевизоры, докупили различных вот этих вот примочек, утяжелителей, гора, ну все здесь есть. И помимо этого, сейчас покажем, чем богат еще этот клуб. Клуб, конечно, имеет очень скромные размеры, но, несмотря на это, здесь есть не только силовой блок, тренажерный зал, а и зона красоты. Пройдемте. Здесь есть даже отдельный маленький ресепшн. Здесь есть кабинет массажа и кабинет косметолога. Отдельный санузел, уголок для чаепития.
место для ожидания. Да, все очень небольшое, но как видите, здесь все прям пропитано заботой и уютом. И вот здесь, видите, кабинет косметолога. Там сейчас никого нет, в принципе, показывать там особо нечего. И кабинет массажа, но в него мы заходить не будем, там сейчас занято. Люди работают, убирают даже в столь поздний час. Даже умудрились положить мат в этом уголочке для растяжки. То есть человек, который растягивается, он немножко отгорожен от общей зоны железа, ему на голову ничего не упадет. Тут все рядом подушечки, валики, всякие вот еще там приспособления для растяжки. Сердце клуба мы увидели, теперь посмотрим сопутствующие помещения, естественно, раздевалки, санузлы и душевые посмотрим. Идемте. Значит, первое, на что сразу же хочется обратить внимание, чистота, как у ревизора. Чистота на уровне, ребята сами целый день следят за чистотой, и уборщица приходит по определенным часам. То есть, в принципе, никакого срача, никаких посторонних запахов, плюс, слава богу, потолки высокие достаточно, поэтому все класс. Теперь, что касается мебели. Как видите, шкафчики сделаны на заказ, поэтому они хотя бы и двойные, но каждая половинка, в принципе, занимает, вполне имеет достаточно места. Вот есть куча вешалочек, здесь все ставится, сюда обувь и по ширине он достаточный. Да, помещение маленькое, здесь большими полноценными шкафами его оборудовать невозможно, но также есть кондиционер, освежитель воздуха, фены, удобные скамейки. Дальше идет санузел. Кстати, обратите внимание, какой он не маленький, вполне комфортный. Тут с вами бумажные полотенца, освежитель воздуха и жидкое мыло. И чего здесь только нет. То есть абсолютно полноценный, не уступающий даже большим клубам. И сразу же есть две душевых. Все как я люблю. Обратите внимание, какого размера эта душевая. Вам не придется биться локтями. Вот, вам не придется вообще ни об что толкаться, цепляться. Очень много места. Вот опять же, за что я люблю такие залы. Вот маленькие плюшки. Везде есть какие-то крючочки. Они приходят и сюда, и сюда. То есть вот все учтено, все эти мелочи хозяином клуба, они все учтены. Ну и опять же, мои любимые, в кавычках, шторки здесь отсутствуют. Поэтому есть чистые двери, без признаков грибка и плесени. Все, даже дезодоранты есть, если кто-то свой по каким-то причинам забыл. И вот, наконец-то, мы попали на ресепшн, так сказать, входная группа, где встречают и провожают дорогих гостей. Сразу вот хочу обратить ваше внимание на заботу о людях. Видите, ключики лежат. То есть клиенту самому предоставляют возможность выбрать себе ключик, тот шкафчик, который ему нравится, который любимый, который ему уже приглянулся и к которому он привык. То есть ему не навязывают, иди туда и сюда. Люди приходят, выбирают. Знаете, что это? Это часто те резиночки, которые девчонки забывают, у них нет. Здесь даже это учтено. Если вы забыли резиночку, у вас с этим не будет проблем, вам дадут. Дальше, естественно, есть протеиновые печеньки, батончики, новогодняя елочка. Все очень атмосферно. Новогодняя снегурочка вот сверху. Есть место, где можно приготовить кофе, чай. Видите, блендер. Даже есть блендер, и люди здесь с помощью администратора или сами колотят себе протеиновые коктейли. Кстати, есть даже своя у них линейка по спортивному питанию. Вот этот Blast, это учредитель клуба, занимается тем, что вот организовал выпуск собственной линии спортивного питания. Это тоже говорит о многом. Итак, друзья, пора подвести итог обзора спортивного клуба Body Skill. Значит, первое, что хочется сказать по поводу, конечно же, оборудования. Как я уже говорил, маленький зал, но учтено почти все. Полочки, станочки, все нормально. Оборудование все в хорошем рабочем состоянии, все смазано, все отремонтировано. Вы не найдете станка, который будет люфтить или скрипеть. Станки подобраны по возможности грамотно. Я и сам здесь тренировался несколько раз. Вполне можно провести любую качественную тренировку. Сила, масса, неважно. Есть много приспособлений. Девчонки, кстати, здесь тренируются тоже. Есть не только пацановская такая качалка. Есть много резинок, TRX, различные жгуты.
Девочки, в принципе, делают все, что им нравится и в больших клубах, и здесь имеют возможность для этого сделать. Поэтому подходит всем, так сказать, трудягам, работягам, которые не гонятся за пафосностью, а именно приветствуют качественный, здоровый тренинг. Следующее, что по чистоте. Чисто, реально чисто. За этим всем очень хорошо следит хозяин клуба и заботится сам лично. Вот он сейчас поздно, а он до сих пор с нами ходит, да все переживает. Раздевалки, сами видели, все очень-очень хорошо продумано. Поэтому клуб, так сказать, заслуживает своего внимания. Кто хочет заниматься в таком бюджетном, но достойном клубе, милости просим, вам здесь будут рады. Здесь также следят за тем, чтобы не было чрезмерно переизбыточного количества людей. Иногда даже могут приостановить продажу абонементов. То есть, заметьте, не повысить стоимость до небес, а приостановить продажу. То есть уровень сервиса не падает, а комфорт как бы поддерживается на должном уровне. Поэтому надеемся, даже уверены, вам этот обзор понравился и будет полезен. Ждите наших следующих выпусков. Благодарим спортклуб Bodyskill и до новых встреч!